Торонто, август 2026 года. Город, который ждал этого момента дольше, чем кто-либо мог себе представить. 8 лет. 8 долгих лет с тех пор, как BTS в последний раз стояли на канадской сцене. За эти годы мир изменился. Изменились они. Изменились мы. Была пауза, была военная служба. Были соло-проекты, которые каждый из 7 прожил по-своему. Были ночи, когда ARMY включали старые концерты и плакали от того, как сильно скучали. Были дни, когда новости о возвращении казались почти нереальными. И вот, наконец, мировой тур Ари Ранг и Торонто. 2 аншлаговых вечера на Роджерс Стадиум. 50 тысяч человек каждый день. Фиолетовое море, которое начинало светиться еще задолго до того, как открывались ворота. Ожидание было почти физическим. Оно висело в воздухе еще за неделю до первого концерта. В социальных сетях люди выкладывали фото билетов, как будто это были священные реликвии. Кто-то летел через океан, кто-то ехал через всю страну, кто-то просто вышел из дома в другой части Торонто и уже чувствовал, как сердце колотится сильнее обычного. Очереди начинались рано, очень рано. Люди стояли с термосами, с пледами, с плащами на случай дождя, потому что прогноз уже тогда намекал, что погода может быть капризной. Но никто не уходил. Никто не говорил «может» в другой раз, потому что другого раза могло не быть еще очень долго. И вот наступил 22 августа, день, который должен был стать одним из самых счастливых в жизни тысяч людей. Утро было относительно спокойным, небо еще не выглядело угрожающим, фанаты уже собирались у стадиона. Кто-то в фирменных мерчах тура, кто-то в старых футболках с логотипами прошлых лет, кто-то в канадских джерси Maple Leafs, потому что все уже знали, как сильно ребята любят эту страну и как тепло она их принимает. Воздух был наполнен разговорами на разных языках. Корейский, английский, французский, испанский, русский, японский. Все смешались в один огромный поток ожидания. Но к середине дня небо начало меняться. Сначала легкая серость, потом более плотные облака. Environment Canada выпустила специальное погодное предупреждение. Затем желтое предупреждение о сильной грозе. Метеорологи говорили о грозовом фронте, который двигался на восток со скоростью около 50 км в час. О возможном количестве осадков 25-40 мм, а местами и больше. О молниях, о сильном ветре. И вдруг все, что казалось просто дождливым вечером, превратилось в реальную угрозу. К вечеру, когда люди уже начали занимать места на трибунах, небо над Даунсвью стало темным и тяжелым. Гром прогремел так, что некоторые вздрогнули. Потом первые капли. Крупные, холодные, а потом ливень. Настоящий, мощный, непрекращающийся. Молнии вспыхивали так ярко, что на мгновение казалось, будто день вернулся. И в этот момент организаторы приняли решение, которое заставило весь стадион замереть. Погодная задержка. Всем, кто уже находился на трибунах, было приказано немедленно спуститься в фан-плаза. На экранах появились сообщения. Короткие, официальные, но от этого еще более тревожные. Мы следим за условиями. Обновления будут предоставлены, как только это станет возможным. Голос по громкой связи повторял инструкции. Люди начали подниматься со своих мест. Кто-то растерянно оглядывался, кто-то уже доставал плащи, кто-то просто стоял и смотрел на сцену, которая еще несколько минут назад казалась такой близкой. Переход в фан-плаза стал первым настоящим испытанием. Дождь уже не просто шел, он лил стеной. Вода собиралась лужами на асфальте. Трибуны, которые еще час назад были сухими, начали заливаться. VIP-зоны, где сиденья обычно выглядят идеально, превратились в мокрые островки. Кто-то пытался укрыться под навесами, кто-то просто принял неизбежное и стоял под открытым небом, плащи шуршали, зонты ломались от порывов ветра, кто-то потерял обувь в луже, кто-то держал телефон над головой, пытаясь заснять происходящее, и при этом сам промокал до нитки. И все же никто не уходил, это было самое удивительное. 50 тысяч человек, мокрые, продрогшие, уставшие от ожидания, и все равно здесь. Кто-то начинал петь, сначала тихо, почти шепотом, потом громче. Знакомые мелодии, старые хиты, новые песни с альбома Ари Ранг. Голоса смешивались с шумом дождя и далекими раскатами грома. Кто-то обнимал незнакомых людей рядом, кто-то просто закрывал глаза и дышал. В этот момент стало ясно, отмена концерта была бы катастрофой не только для организаторов, это было бы ударом почему-то гораздо более глубокому. Время тянулось, минуты казались часами, люди проверяли телефоны, смотрели на экраны, ждали любого знака, официальные аккаунты стадиона и организаторов обновлялись медленно. Ситуация под контролем. Мы продолжаем мониторинг. Пожалуйста, оставайтесь в фан-плаза. Каждое новое сообщение вызывало волну обсуждений. Кто-то паниковал, кто-то успокаивал других, кто-то уже начинал искать информацию о возможных переносах, но большинство просто стояло и ждало.
И вот момент, который многие потом будут вспоминать как один из самых сильных в своей жизни. Незадолго до 8 вечера на экранах появилось сообщение, короткое, простое, но от него стадион взорвался. Хорошие новости, концерт состоится, пожалуйста, возвращайтесь на свои места. Крик. Настоящий первобытный освобождающий крик 50 тысяч горл. Люди бросились обратно на трибуны. Кто-то бежал, кто-то шел, спотыкаясь о лужи, кто-то обнимал тех, кто стоял рядом. Дождь все еще шел. Сильно. Но теперь это уже не имело значения. Они возвращались, они оставались. Когда все снова заняли места, атмосфера изменилась. Это уже был не просто концерт. Это была победа. Победа над погодой. Победа над страхом. Победа над всеми «а вдруг?». И в этот момент, когда сцена еще была пустой, а дождь продолжал барабанить по крышам и по лицам, стало понятно, то, что сейчас произойдет, будет особенным. И они вышли, BTS вышли на сцену Роджерс Стадиум под проливным дождем, все 7, в костюмах, которые почти сразу начали темнеть от воды, на сцене, которая блестела и скользила, под светом софитов, который отражался в каждой капле. Они могли бы остаться за кулисами, могли бы принять решение об отмене, могли бы хотя бы сократить программу, но они вышли, и стадион ответил так, как редко отвечает даже на самые идеальные вечера. Первые секунды были почти сюрреалистичными. Музыка, свет, их силуэты и дождь, который продолжал падать. РМ улыбнулся, широко, так, как умеет только он, и сказал что-то про Торонто и про то, как все выглядит прекрасно даже в дожде. Зал ответил ревом, Джин помахал. Джей Хоуп уже двигался, как будто вода была частью хореографии. Джимин улыбнулся той своей особой улыбкой, от которой у многих перехватывает дыхание. Ви посмотрел в зал долгим взглядом. Юнгкук просто стоял секунду, впитывая все, а потом начал. И вот тогда случилось то, ради чего многие потом будут пересматривать записи снова и снова. Swim. Песня и без того была одной из самых атмосферных на новом альбоме. Медленная, глубокая, с водой в самом названии и в ощущении. Но в тот вечер она стала чем-то большим. Дождь лил, сцена была мокрой. Костюмы прилипали, свет преломлялся в каплях, и когда они начали петь, казалось, будто вся арена действительно плывет. Голоса звучали иначе, глубже, ближе, будто вода усиливала каждую ноту. Хореография, которая обычно выглядит легкой и текучей, теперь стала еще более иммерсивной. Каждый жест отражался в лужах на сцене. Каждый шаг оставлял следы, фанаты пели вместе с ними, и их голоса смешивались с шумом дождя так, что невозможно было отделить одно от другого. Многие потом говорили: «Я не просто слушала Swim, я была внутри нее». Кто-то плакал, кто-то просто стоял с закрытыми глазами, кто-то снимал дрожащими руками, понимая, что такого момента больше не будет. Это было не выступление, это было переживание, полное, телесное, эмоциональное. Дождь, который должен был все испортить, вместо этого сделал песню абсолютной. И когда через годы будут вспоминать этот тур, многие скажут именно про Торонто, про тот дождливый вечер, про то, как они все равно вышли, про то, как мы все равно остались, про то, как Swim звучало под настоящим дождем, про мокрые костюмы и безупречные движения, про крик, который раздался, когда на экранах появились хорошие новости, про объятия незнакомых людей в фан-плаза, про лайт-стики, которые светили сквозь пелену дождя, потому что иногда самые сильные моменты рождаются не в идеальных условиях, а именно тогда, когда все идет не по плану, и ты все равно выбираешь быть вместе. Это был тот самый вечер, когда погода пыталась остановить шоу, и не смогла, потому что на сцене стояли 7, которые решили, что армия важнее любого шторма, и на трибунах стояли 50 тысяч, которые решили, что они важнее любого дождя. И в этом вся суть, нерушимая, настоящая, та, которая останется в памяти гораздо дольше, чем любой идеальный солнечный концерт. Торонто, август 2026. Дождь, сцена, 7 человек, 50 тысяч и одна большая, мокрая, прекрасная, незабываемая ночь.